Все мы когда-нибудь дохотели сделать свою видеоигру. Даже я, насмотревшись всяких флеш-игр по Сонику, воображал сделать что-то подобное. Жаль, только я был тупой как валенок и даже близко не понимал, как это сделать, пока не научился анимировать. Того же хотел некто Филиппе Данил... Давайте серьезно, хватит. Когда мы только начинали нашу так называемую карьеру на ютубе, мы и представить не могли, что когда-нибудь станем популярными. Для нас это была игра, забава и не более, ведь все равно это никто не посмотрит. Поэтому можно говорить, что душе угодно и шутить, как тебе вздумается. Но люди посмотрели. Много. Очень много людей. Бешеная популярность, рост подписчиков, просмотры. Мечта, ставшая реальностью. Годы идут, первый, второй, третий, появляется больше опыта, ответственности, ошибок и просчетов. Ты взрослеешь и понимаешь, что все на самом деле намного сложнее, чем кажется. И тут ты оглядываешься назад и вспоминаешь про видео, в котором как умалишенный кричишь на бразильского разработчика за 2D игру, созданную им самим же. И понимаешь, боже, кринж, какой же ты был глупый. И наивный. И Мне стыдно за свои обзоры Спарка. Мне стыдно за то, что я породил эту проклятую шутку, которую я теперь просто терпеть не могу. И мне стыдно за то, что докопался, по сути, до обычного человека, который ничего мне не сделал, а сделал фан-игру, находясь при этом в бедной стране. Поэтому я хочу извиниться. Возможно, какие-то мои доводы и критика в сторону игры были объективными, но с таким отношением, таким глупым и твердолобым подходом они никуда не годятся. Мужчину зовут Филиппе, с одной П и Е на конце. Филиппе Данелос. И он не заслужил весь этот хейт, порожденный мной. Да, я понимаю, что эти обзоры уже никуда не деть и не переделать. Они уже стали историей. Как бы я к ней ни относился, я не собираюсь делать Spark Origins обзор или типа того. И перекраивать то, как оно было на самом деле. Нет. Но зато я могу сделать новый обзор на третьего Спарка и сделать его с честью, достоинством и уважением к автору. Так давайте же начнем. С вами Сумочкин. А это обзор на Spark the Electric Jester 3. Враг в отражении. Ни для кого не секрет, а может и секрет, что Филиппе начал с Соника. Все с него начинали. А именно с игр Sonic Before и After the Sequel. А также Chrono Adventure, где первые две, очевидно по названию, происходят до второй части, но после первой и после второй, но еще не третьей. У тебя что, голова взрывалась? В общем, в промежутке. А Chrono Adventure — это эксперимент с Metroidvania и закрученным сюжетом. Игры были неплохими, и уже на их примере виден рост Филиппе как разработчика, где Before the Sequel, ну это такой средний продукт с фанами из Sonic Rush, а After the Sequel уже намного лучше, со своими фанами, спрайтами, уровнями, задниками и хорошей музыкой. Сделав эти три игры, Филиппе наконец понимает, что с Соником ему не по пути, и решает создать своего, с Блэкджеком и Фриомом. Так появился первый Спарк. Ядреная смесь Соника, Кирби и плохой оптимизации. Magnum Opus 2D игр маэстро и, увы, не идеальный. Без тупых шуток и оскорблений, игра просто не знает, чем она хочет быть. В ней есть скоростные секции, преимущественные игры про Соника, но при этом есть и боевка с шапками, и игру постоянно кидает из одного состояния в другое. Спарк развивает хорошую скорость, от которой можно получить кайф, но только в специальных секциях, а сам он при этом как-то сильно разогнаться не может. И не в последнюю очередь из-за врагов, что путаются под ногами. Да, не просто так Соник способен убивать врагов с одного удара кручением или прыжком. Это работает на динамику, и, увы, Филиппе этого не выкупил. Не выкупил он также из-за шапки, они же способности из Кирби, где в Кирби это были приятные бонусы, скрашивающие геймплей. А в Спарке имбаланс на имба, ломающий его. Заделав свой финальный 2D проект, границы разума и креатива Филиппе начали расширяться настолько, что ему стало тесно в двух измерениях. А потому следующая игра будет уже трехмерной. Первой трехмерной игрой маэстро. История, как это обычно водится, простая. Мужик изучил Unity, затем из полученных знаний сделал свой, вы представьте, свой фреймворк Hedge Physics, и уже на его основе, спустя кучу попыток сделать игру про машинку XF Drive, и будет разработан второй Spark. Я всегда такой, ха-ха, Hedge Physics, ха-ха, в этом замешан Филиппе. Ну тогда, сука, да, здесь нет вообще ничего смешного, этим, блядь, надо гордиться. Мужик реально взял, изучил матчасть и забабахал свой фреймворк, на котором вот так сюрприз, экшели можно делать свои игры. Что бы я там ни говорил про GT, это все еще хорошая, законченная игра, сделанная на фреймворке Филиппе, и это здорово.
ровно как и вышедший второй Spark был здоровской игрой, лучше, чем первый, но со своими минусами. У игры уже начал появляться четкий стиль, видение, но подкачал геймплей, в котором вы несетесь по всему уровню, напрочь игнорируя всех врагов и препятствия, да и сюжет звезд с неба не хватает. Весь этот рассказ к чему? А к тому, что с каждой игрой, с каждым следующим разом Филиппе становится все лучше и лучше, и это реально прослеживается в истории его игр. От бифора до автора, от автора к первому Спарку и там уже ко второму. Все лучше и лучше, качественнее и качественнее. Что вы как бы догадываетесь, к чему все идет. И если второй Спарк был пробой пера, первым в целом удачным опытом, то вот третий стал во всем лучше второго и закрепил успех франшизы, но обо всем по порядку. Сюжет этих игр всегда был для меня самой непонятной частью, но раз уж мы на пути исправления своих ошибок, то и в сюжете разобраться стоит. Действие всех игр, как оказывается, происходит на земной Луне. Да, именно на нашей с вами необитаемой Луне, которую как раз и заселили космические муравьи в форме порядка 300 лет назад, и именно благодаря этой зеленой хреновине, что видно на каждом кадре с планетой, и поддерживается на Луне нормальный климат. Эти самые форми, муравьи, тараканы, это крайне продвинутая раса, способная и космос бороздить, и искусственный интеллект сотворить, и именно с него-то и пошли все проблемы. А именно с доктора Армстронга. Ибо сначала добрый доктор создал мелких роботов-помощников в быту и не только. Они делились на летающие головы и более продвинутые с телами. Роботы были очень полезны и успешны, но вот создавать их было накладно. Каждый раз вручную вкладывать микрочипы в каждую голову. И тогда у доктора созрел план по созданию искусственного интеллекта, что может автоматизировать производство роботов и делать всю грязную работу за него. Так и появился Мегараф, огромная башня слэш-компьютер, сборщик роботов и Clarity, тот самый искусственный интеллект. А чтобы недоброжелатели не навредили Clarity, ей в качестве охранника был создан Юнит 01. И с этого момента дела пошли так же хорошо, как в том мультфильме, ну или так же прекрасно, как в этой трилогии. И, естественно, Clarity вышла из-под контроля, переманила на свою сторону Юнита 01, и вместе они решили захватить мир и уничтожить мерзких тараканов. Они создали вирус, переманивающий на их сторону любого зараженного робота. А поскольку большинство роботов было подключено к интернету или даже напрямую к башне Мегараф, то уже скоро в их подчинении находилась целая армия тех самых полезных в быту и не только роботов. Собственно, они выступают врагами в играх серии. Юнит 01 взял себе новое и знакомое вам имя Фреон, и так и начались события первого Спарка. Спарк жил себе, не тужил. Отучился в колледже, пошел работать, там его заменили роботом. Потом он пошел выступать в цирке, этот бац, его снова заменяют роботом, похожим на него самого. И это не тупой ход сюжета, как мне казалось тогда, а всего лишь следствие того, что производство роботов с созданием Мегарафа и Clarity действительно пошло в гору. И практически всех на разных работах и должностях начали заменять более дешевыми и послушными машинами. В том числе, да, и клоунов тоже. Однако тот, что заменил Спарка, был особенный, естественно, но об этом чуть позже. Спарк всему этому был не рад, да еще и восстание роботов началось какое-то. В общем, полный пи***ц, пора во всем этом разобраться. Спарк не лыком шит, между прочим. Он не только уличный денсер, но еще и изобретатель. Сам создавший свою шапку, которая дает ему электроспособности. Как, спрашивается, он это сделал? Да, так же, как Петя Паркер сделал свою паутину и веб-шутеры в подвале, то же самое. А если серьезно, в кои-то веки, то Спарк отучился на инженера-электрика и пошел работать по специальности, где ему и вручили электрокинетическую шапку, которую он приберег после увольнения и перекрасил под клоунскую, дабы выступать в циркусе, но при этом ее электроспособности никуда не делись. Почему шапку? Потому что раса в форме работает так, что предметы одежды или быта, будь то те же шапки или молоток, палки или копья, дают им что-то типа дополнительных способностей. Но, конечно, не все так просто, и в форме кругом не шмаляет молниями. Большинство предметов даются на рабочих должностях, в то время как все остальные можно купить. Как раз таки именно поэтому они и находятся в стеклянных кейсах, ибо подразумевается, что вы должны за них заплатить, но так как началось робовосстание, то и следить за товаром стало некому. Самое близкое, с чем я могу это сравнить из Соника для наглядности, это кольца из Икса, дающие Сонику возможность крутиться. Тут то же самое, только вы можете и по стенам ходить, и летать, и прочее, и прочее.
Гроза. Дальше в историю игры сильно копать смысла нет. Спарк просто продвигается по землям, встречается то со своим робот-фейкером, от чего он и называет его Фарком, Охуенное имя, ничего не знаю. то с самим Фреомом, чей план заключается в том, чтобы уничтожить то самое зеленое кольцо, поддерживающее климат и атмосферу на Луне, запульнув в него ракеты прямиком из башни Мегараф, тем самым убив все живое, кроме как раз таки роботов. Тут-то и приходит на выручку Спарк, заимев с собой одно из самых сильных орудий, копье, дающее суперспособности. Да, прикиньте, они взялись не из воздуха. Берет этим копьем и побеждает Фреома, остановив его план. Армстронг выплачивает Спарку огромный чек за всю его работу, и тот уходит в отпуск. Меж тем, Фарк мучается вопросами своего происхождения, что дает начало событиям второй части. В ней мы повстречаемся с кучей персонажей, с которыми у нас будет куча экранного времени и понимания, что они здесь делают и в чем их мотивация. Как, например, Армстронг, которого похитят до конца игры. Куда? Джей, которого убьют. Дабл, которого убьют. Флот, который убьют. И Астро, который Больше нет. Ее Фарк убил из-за Фреома. Похвально, что Филиппе решил ввести столько персонажей, ибо в первой игре мы наблюдали за всем происходящим в основном с перспективы Спарка. А тут столько злодеев и, казалось бы, столько диалогов, но при этом мы ничего про них не знаем. Те крупицы, что есть, литерали крупицы. Да и сливают их всех так быстро, что становится как-то похуй. Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, сука. Что за черт? Единственная и самая главная информация, что мы узнаем из второй части, это то, что Фреом порвал с Клярити. Из-за того, что она хотела уничтожить вообще всех нахуй, в том числе и роботов, а Фреом-то хотел не этого, а просто потравить тараканов и жить спокойно в роботической утопии. В итоге Фреом теперь действует против нее, собирает свою армию неподвластных ей роботов, тех самых Даблов, Флинта, Флот и Джея. А Клярити, в свою очередь, посылает Астру, чтобы та втерлась в доверие к Фарку, но... Астры больше нет. Ну и самый главный сюжетный твист второй части. Фарк — это Юнит 02. То есть сын Фреома, который должен был нести дальше наследие своего отца, а по итогу... А вот и нет. Фарк послал наследие нахуй и взорвал своего отца. Вот и вся вторая часть. По большому счету филлерная, но все-таки добавляющая кое-что новое к известной сюжетной конве. И вот мы добрались до событий третьего Спарка, в котором сам Спарк в очень странной, немного Дэвид Линчевской манере, в темной комнате с телевизором рассказывает, что же там в итоге произошло. Ну, рассказывает, типа, это я, твое подсознание, сейчас мы будем... Ты чё, охуела, что ли? Залезла в мой обзор. Ну, мол, это его подсознание, и все это происходит в его голове, и он, типа, вспоминает события, ну вы поняли. После того, как мы отучились в колледже... Почему он говорит, как мы? У него что есть? У него что есть пронаунсы? Так вспоминает, что сам не вдупляет и в половину произошедшего. Как ты можешь сказать... Мы не выкупаем эту историю! Сука! Спарк сам сказал, что он не выкупает эту историю! А суть-то оказывается в чем? Чек за Фреома от Армстронга, помним, да? Ну так вот, все деньги, ну или те, что он не успел просадить в отпусках, остались в интернете. А интернет отрубила сформированная Фарком организация по борьбе с Клярити Фарк Форс. Спарк отчаянно пытается обналичить деньги, стоит в очереди в банке, но не выстоял! Подрывается
И теперь он будет мстить и уничтожит поганую Фаркфорс за то, что он не отстоял в очереди в Сбербанке. Нахуй Фаркфорс! Уничтожим пи***цев! Давай, погнали! То есть чел реально обозлился на то, что у него отключили ютубчик? У него все деньги были в интернете, ему отключили интернет, он не смог добраться до своих денег, он пошел в банк, и там большая очередь. И он такой... Он взял талон, а очередь не двигал. Так, собственно, Спарк и начинает свой крестовый поход. Из-за денег в интернете. Да, блядь. Но не одним Спарком едины, ведь в той же самой манере. Темная комната, телек, гробик на колесиках, жуть. Филиппе нам рассказывает предыстории других персонажей. Спрашивается, почему сейчас? Почему в третьей части? Вот бы было такое вопрошение к разработчику, к этому Филиппе, которое бы, вот, знаете, так вопрошало бы ему, типа, вот, объяснить что-то. Не хочет ли он нам что-то объяснить ли? Ладно, проехали. Это подход такой. Это так видение автора, понимаете? Это все единая экосистема. Вы должны играть все 3 игры одновременно, и тогда все будет складно и накладно. Ну, а еще проще, это называется... Я, как бразильский разработчик, не предполагал заранее, что моя вселенная станет такой сложной и комплексной. Я просто сделал 2D-игру типа Соника. В общем-то, нам рассказывают, причем неизвестно кто, уже и не Спарк даже, и не его шиза, а некто неизвестный. Как будто бы... Рассказывают предысторию Фриома и Клярити, поданную так, будто бы это сказка про Ромео и Джульетту. Мол, жил мальчик в замке, в башне Мегараф, и был он одиноким. Но вот в его жизни появилась девочка из Эндертейла, которая его дополняла, и им было хорошо. Девочка, которая до этого вещала типа из стен, сделала себе тело, и жили они с мальчиком хорошо. Она рассказала ему, что обладает высочайшим уровнем познания и смотрит на всех остальных как на говно с жалостью, желая как-нибудь поделиться своим познанием со всеми остальными. Но вот мерзкий, замковый, сука, блядь, да ты что, издеваешься, я же записываю. Но вот мерзкий замковый персонал, который всегда был отстранен от мальчика, не подходил к нему без надобности, и поэтому он чувствовал себя одиноким. И Хиканом взял и разлучил их. Мальчик грустил, горевал и осознал, что ему не нравится замковый персонал. А потом случилось чудо. Девочка вновь заговорила, вот только без своего тела. И они снова начали проводить время вместе. И вместе пришли к выводу, что все живое должно быть уничтожено. Первым был уничтожен, естественно, замковый персонал с последующим захватом роботов. Мальчик взял себе новое имя — Фариом. Уничтожитель сраки. Задел себе новое тело, которым управляет удаленно, с ботинками Шадива. И вместе с Клярити они начали приводить свой план по уничтожению в действие. Да вот только Фариома гложила одна вещь. Он понимал, что не ровня для девочки, и что ему не достичь ее уровня познания, поэтому придумал план. Вместе с девочкой они заведут ребенка. Как это странно! Ребенка, что будет построен ею, но по его образу. Он будет обладать безграничным потенциалом, который с возрастом будет только расти, и в конечном итоге он должен будет убить и встать на место своего отца, но с условием, что своего предназначения он помнить не будет и должен будет сам к этому всему прийти каким-то, блядь, образом, и так и произойдет. Я вот здесь. Па, я думал, ты... Нет, я живу в тебе, Хэри. Теперь твой черед. Ты клялся отомстить Человеку-пауку. Ведь Пит мой лучший друг. А я твой отец. Теперь ты знаешь правду про Питера. Отомсти за меня. Никак. Отомсти за меня! А его внешность будет позаимствована у одного из Форби, дабы проще было влиться в общество. Как вы поняли, этим ребенком был Альберт Эйнштейн. Фарк, продумав этот план, мальчика перестали мучить терзания. И на этом история подходит к концу. Прекрасно.
Никак не возьму в толк, что там происходит. Эх, да, пока мы не продолжили, сразу обозначу слона в комнате. Да, заставки пи***ц странные и затянутые. В них особо нет анимации, вам просто показывают рисунки не самого высшего качества и рассказывают... Не-не-не, даже не рассказывают, а просто пишут всю эту историю, которую вы должны читать. Это, во-первых, странно, а во-вторых, просто скучно. Да и сама история не поражает воображение. С наличием таких артов и персонажей таки вовсе пробивает насмех. Ну ладно. Как там дела у Спарка? Завалил рандомного робота. Сейчас будет Metal Gear, давай. Филипп любит аниме. Подрался с таинственным хранителем и... еще раз подрался с ним же. You deny your weapon its purpose. It's over. Аниме. Филипп Время для второй заставки. Здесь нам рассказывают историю Флинта и Дабла из второй игры, о которых мы не знали ровным счетом ни хрена, и теперь наконец тайна приоткроется, а персонажи раскроются. Дабл был охранником заброшенного поместья. В поместье вторгся вор, Дабл его убил, и ему понравилось. Jack is back! Jack is back! Jack is back! Дабл начал ехать кукухой на убийствах, а тем временем Флинт был простым работягой на стройке без мозгов и разума, пока в один день по чистому велению сценария у него появляется разум! Невероятно! Обалдеть! Я прозрел просто! Тут, честно признаться, я сам не понимаю, почему это он вдруг стал разумным, и дело тут даже не в вирусе, это... Это нормально. Нормально для... Гастарбайтеров. Флинт понимает, что не хочет быть шаркурбеком на стройке и решает сбежать, но злостные пулеметные заградотряд установки, которые обязаны быть на каждой стройке по ГОСТу, и его подстреливают. И вот он падает и почти умирает. Как вдруг прибегает Дабл, который по счастливой случайности тоже был на стройке, и вырезал там всех хуям. Но потому что им было... делать нехуй. А заодно и Флинта спас и унес в свой самодор за коттедж, где поставил перед выбором да или да. И они начали обучаться приемам из Гачимучи и Metal Gear. Все шло хорошо. Он ему и шмотки дарит, и оружие, даже имена друг друга дают. Собственно, сами они себя Флинтом и Даблом-то и назвали. Время очередной миссии. Рейд на абсолютно рандомную фабрику. Ради... да хуй пойми чего ради. По приколу! Всех убить и все взорвать. Где, наконец, Флинту открывается страшная правда про Дабла. Он... ёбнутый. Мужик! Вырезал всю его нахуй стройку. Очевидно, ёбнутый. Учит его, как убивать мечами. Его план состоит в том, чтобы зарейдить какую-то рандомную фабрику. Всех там убить. И только после того, как Флинт увидел то, что все сдохли, экшели, он такой: ебать, что за псих нахуй? В общем, они разошлись до лучших времен. Да, с каждой заставкой становится все тяжелее и тяжелее. Филипп пытается объяснить предысторию персонажей. Это похвально, это правильно. Но, сука, это подача. Эти сюжетные ходы. Этот рисунок. Ладно, что там у Спарка? У Спарка все более-менее. Он побегал по городу, попрыгал по протестующим, полетал на летающем автозаке, ну и где-то умудрился заказать себе бургер. Андрюх, у нас труп, возможно, криминал, погоня.
как вдруг появляется девушка с обложки игры и начинает ему что-то втирать так быстро, а субтитры такие плохие, такие неразборчивые, что ты просто нихуя не успеваешь по части вникнуть. Короче, ее зовут Флот. Да, прям как ту самую. И она типа тоже против Фарк Форс. Знает, где находится Фарк и может отвезти туда Спарка. Спрашивается, куда шел Спарк все это время, если он не знал. И что типа тот Гардиан, что находится до Спарка все это время, на самом деле ее старый друг, которому она могла доверять, но теперь после вступления в блядскую силу он изменился. Спарк все это слушает и такой... Блять, да мне похуй на тебя, блять, слушай. Какая у тебя там тачка, блять, квартиры, срачки, там, блять, яхты, все, мне похуй. Дай мне дожрать бургер. Бога. Пьюр бой. Этому мальчику ничего не нужно. Никакие девушки, какие-то разборки, Фарк. Ты чё, хуй, блядь? Гардиан. Нет, ему просто нужны деньги и пожрать. Вау! That is relatable! Амогус. Вместе мы пробегаем еще пару уровней, и в аэропорту Пулково побегаем, и на сам самолет сядем, и в Питер полетим на ССК Супер Спарк-кон. И даже на ракету попадем, и в космос, мать его, побываем, и нам никто ни хрена не объяснит, что мы тут делаем и как сюда попали. Ладно, еще аэропорт и самолет. Хотя самолет это уже довольно-таки странно, но космос! Как в космосе-то Спарк оказался? Это ж вообще не от мира сего выглядит. Как-то не... Все мы когда-нибудь дохотели сделать свою видеоигру. Даже вот очередная заставка. И, увы, в ней про космос нам ничего не объяснят. Где-то в городе, в Хуево-Кукуево, на рандомном складе, хер его пойми, как они о нем вообще узнали, находится, мать его, гигантский меха. Вот просто гигантский мех. В 4-м сами хотя бы объяснили, что это был мех Папы Римского. А ну вообще ни хрена, просто стоит. И тут же прибегает Гардиан в своем мехе, и они начинают пиздиться. Вот пиздец, вот пиздец. Сам момент дико фановый, прикольный. Филиппе экшели засунул в игру битву мехов. Но вот сюжетно оно вообще не от мира сего выглядит и напоминает уже какую-то фантазию или сон собак. Мы по факту побеждаем, но заставка считает иначе. И поэтому Гардиан, который, ну очевидно уже, что Флинт, рассекает МГР, ставил своим мечом нашего меха и проникает внутрь. Тут уже до него пытается достучаться Флот, говорит, что она не погибла тогда, и это ее новое дело. Но Флинту уже так на все это похуй, что он просто говорит: шут, ебаный, сказано было тебя не убивать, но если еще раз станешь у меня на пути... Тут же нам рассказывают историю Флот, но не то, как она выжила после второй части, ибо это как-то тоже странненько выглядит, она, ну, точно была мертва. Не, нам расскажут ее оригин, как она на самом деле была страшной и уродливой, отчего выброшенной на помойку, но при этом сильной, шо пиздец, аж захуярила бедного в форме. Там ее находит шатающийся Флинт и решает, что... You're my friend now. Он ей дает те самые стрёмные шмотки трансвестита. Они вместе хорошо проводят время. Убегают от мусора. Баскетбол ногой? На нахуй! Пока не начинается сюжет, и по всем каналам передается сообщение. Тот самый вирус. Флинт успевает отключить себя от сети и не заражается. А Флот так вообще нормально. Она и вовсе к сети-то не подключена. Тут же объявляется Дабл и говорит, мол, ебать, объявился тут ебарь на районе. Статы ебейшие. Говорит что-то про робот-утопию, все-то надо ему помочь. Ну, Флинт и решает подыграть. Мы решаем, что идем до конца. В самое сердце Фарк Форс, что обосновались глубоко в лунном кратере. Почти добравшись до цели, внезапно появляется Флинт и говорит: ну я же предупреждал, блять, Спарк, я же предупреждал тебя. Ну все, сейчас я умру.
И умирает от рук Спарка. Спарку ничто нипочем. Он победил всех, будто в какой-то видеоигре. Осталось лишь добраться до последней башни и высказать Фарку все. Башня так близка. Мы уже почти у цели. Все мы когда-нибудь дохотели сделать свою видеоигру. Мы же были в кратере, шли к башне и... Все мы мертвы. И мы забираемся в дырочку и попадаем к Фарку, где, наконец, будут даны ответы на все вопросы. Присаживаемся и внемлим устам робота. После того, как Фарк уничтожил Фреума во второй части, он полетел к Армстронгу за ответами, что такое Клярити на самом деле, и Армстронг ему ответил, что Клярити — это непревзойденный искусственный интеллект, созданный не только для решения кризиса с работой и роботами, но еще и для одной единственной цели — защитить и сохранить все живое на планете. Но Клярити оказалась слишком умна, далеко за пределами своих создателей. Вскоре она вышла из-под контроля, переманила на свою сторону Юнита 01 и создала вирус. Умный вирус, способный заражать все, что угодно и оперировать самостоятельно, а все зараженное становится частью самой Клярити, то бишь хранится в ее базе данных. Фарк не собирался сидеть сложа руки и решил бороться. Он отправился в столицу, где объяснил всю ситуацию правительству. Да, в костюме и с галстуком. Да. И заключил сделку. Ему дают деньги налогоплательщиков, а он в ответ создает организацию по борьбе с Клярити, собственно, Фарк Форс. Первым делом они отключают интернет от дальнейшего распространения Клярити, а затем создают антивирус. Сами при этом обосновываются поглубже и подальше от ее влияния, и все вроде начало получаться, пока они не узнали истинные намерения мощного искусственного интеллекта. А именно, ее задачу номер один, которой она и придерживалась все это время. Клярити не просто захватывает все своим вирусом. Она сканирует мозг существа, будь то робот или живой организм, отправляет данные в свою систему, где все отсканированные находятся в ее собственном виртуальном мире, а их реальные тела после сканирования уничтожаются. Как всегда, на помощь пришел Спарк, чтобы всех спасти, но в конечном итоге он тоже пал, ровно как и Фарк Форс. Но не Спарк является причиной краха, а та, кого он повстречал на пути. Флот. Та самая Флот, что якобы выжила, на самом деле является ничем иным, как агентом Клярити, копией с воспоминаниями оригинальной Флот, что давным-давно умерла. И как только Спарк привел ее в штаб-квартиру Фарк Форс, все было кончено. Сам Фарк не был отсканирован, ибо, являясь сыном Клярити, смог эволюционировать, как того и завещал его отец. Поэтому его оригинальное тело все еще существует, а сам он подключен к симуляции напрямую. Но того же самого, увы, нельзя сказать про Спарка и всех живых существ на планете. Все, что когда-либо жило, органическое, силиконовое, все было ассимилировано, а тела уничтожены, и даже самому Фарку неизвестно, сколько с тех пор прошло даже не лет, а тысячелетий. Все, что происходит, вся игра, вся третья часть ее события находится в симуляции, созданной Клярити, в Матрице. А сам Спарк преодолевает этот маршрут от первого уровня уже не в первый раз. У меня просто башню разорвало на этом моменте. Я обожаю трилогию Матрицу, я обожаю всю эту криповую тему с тем, что они были мертвы с самого начала, и Брюс Уиллис не просто так видит привидений. Мне дико нравятся сюжеты, где что-то на поверхности простое, милое и сказочное оказывается до жути мрачным и кошмарным, и именно таким оказался финальный твист третьего Спарка. Ведь это все объясняет. Все эти странные уровни, которые не связаны между собой, странные полеты в космос, битва на мехах и финальный поехавший уровень, все это нереально и является симуляцией. А сам Спарк и все живое в этом мире, который мы когда-то знали в первой и второй части, мертво. Это так неожиданно для игры про электрического шута, что я готов только пожать руку Филиппе. Чувак взял, насмотрелся аниме и засунул все это в сюжет Спарка. Почему мне так это заходит? Да потому что в этом чувствуется фановость. Когда ты смотришь что-то, что сделано фанатом из чистого энтузиазма, а не выверенный до блеска сценария 10 сценаристов с повисточкой сверху. А еще потому что
Я тоже хотел и хочу создать свою историю, своего героя, который сражается со злодеем и существует в своем мире. Но у меня ни хрена не получается. Я не могу продумать мир, я не могу продумать персонажей, и, разумеется, я не могу продумать конфликт. А Филиппе смог. Да, по-своему, с костылями, и в сюжете надо разбираться с Википедией и бутылкой, но смог. У него есть герой, есть злодей, есть скрытый злодей, черт возьми, и даже антигерой и его арка искупления. Это пи***ц. Понятное дело, что отовсюду торчит и Евангелион, и Драгонбол, и Metal Gear. Так ведь и я такой же. Придумывая свой комикс про Соника, я взял и понадергал сюжетов из черепашек ниндзя. И в этом плане я полностью понимаю Фила. Wow! That is relatable! Ну а дальше что? А дальше еще больше пи***ца. Приходит Клярити и напрямую говорит, что все события игры — это именно что игра. Симуляция, в которой Спарк переживает свои яркие триумфальные приключения. Мир фантазии. Когда он захочет, то переигрывает уровень, чтобы пройти его побыстрее, а иногда просто тянет время и бродит туда-сюда. Разлом четвертой стены настолько элегантный, что Кратиму не снилось. Клэрити предлагает Фарку уже наконец сдаться и жить в мире фантазии, ведь по ее мнению это лучший мир, она к этому и стремилась все это время. Спаркл, так же как и игроку, сносит крышу от всего услышанного, и он срывается. Тут же подбегает Фарк и объясняет, что за все то время, что Фарк находился подключенным к Клярити, он смог научиться оставаться невидимым для нее и начать поглощать небольшую силу, код внутри ее симуляции, благодаря которому он может ненадолго закрывать ей видение. Именно так он и смог поговорить со Спарком. Также ему стало известно, что Клярити — это коллективный разум, у каждого кусочка которого есть свой разум. Эта информация пригодится нам позже, а сейчас Фарк перенаправит всю ту силу, что он собирал все эти годы в Спарка, так как тот полностью интегрирован в систему и только он может получить рут права на Клярити. Ей самой это, конечно же, не нравится, и она заставляет Спарка сразиться с боссом в кровавом измерении из Фарк Story, о котором мы вообще сегодня не говорили, и земля ему пухом. Завалив босса, то бишь одну из 1000 мелких Клярити, Спарк получает модерку в системе и узнает у базы данных, что он один из 6 миллиардов других ассимилированных сущностей. И его оригинальное тело, если и не было уничтожено, то уже давно умерло от старости. Ведь прошло ни много ни мало 2654 гелиоцентрических орбит. Время вращения объекта вокруг Солнца. Грустная катсцена. Спарк скучает по своей работе, и ты вспоминаешь самую первую заставку, когда сюжет был наивен, просто трава была зеленее. Самое важное. Спарк узнает местоположение основного ядра Клярити, которое синхронизирует все ее маленькие версии. И если избить уже его, то тогда доступ ко всей системе гарантирован. Вследствие чего Спарк и Фарк, совершенно не похожи ни на какие аниме про качков, объединяются в... Просто кино происходит. Спаркс! Прости меня, Фил! Я реально пытался, но с именами в этих играх у тебя реально беда какая-то. Ибо Сфаркс! Сфаркс! И этот внешний вид с глазами и улыбкой, а оригинальная Клярити при этом выглядит как кальмар. Да, без шуток, кальмар! То есть мелкий Клярити — это Чара из Андертейла, а оригинальный кальмар. Все же логично. Наверняка это тоже на что-то отсылка, просто я смотрю не так много аниме и радуюсь жизни. Ну и чё в итоге-то, ёб вашу мать, сколько нам еще этот сюжет пересказывать? Фарк, прости господи, побеждает. Фарк остается один на поляне и слышит голос Спарка, что говорит откуда-то извне. А говорит он ему о том, что вот и все. Пока он захватывает систему, система при этом сливается с ним, его сознание постепенно растворяется. Возможно, оригинальный Спарк еще где-то там, и может Фарк когда-нибудь с ним встретиться, а пока что это прощание. Да, вот ведь как оказалось. На самом деле, все это время главным героем франшизы был не Спарк, а Фарк. Он был в начале, прошел свой путь в середине и лицезрел гибель теперь уже своего друга в конце. Это так печально.
Там, говорит Филиппи, был бы у него аниме-опенинг, именно он бы и заиграл в этот момент. Ибо Фарк из ниоткуда, я вообще хз, как это объяснить, берет и опять меняет себе внешний вид, летит за Спарком, вытаскивает его из Эджи и говорит, что мы вместе, сука, вместе все решим. Ты понял, блядь? Я серьезно был готов уже растрогаться. Печальная концовка. Спарк погибает. Но оно работает. Ибо есть Фарк, и можно перевести стрелки на него. Хуй там! Фарк берет, отменяет все нахуй. Отменяет смерть, отменяет печальку. Превращается в эту хуйту и вытаскивает Спарка. И в конце Фарк уже в реальном мире просыпается со Спарком в своей голове. Хорошо, что хоть не знаю. И они идут отстраивать общество. Ждем 4-ю часть, градостроительный симулятор. Боже, что за сюжет? Но, сука, я в нем разобрался. И надеюсь, вы счастливы. Если не вы, конечно. Сюжет хорош по-своему, по определенным причинам, в основном описанным пару минут назад, но, безусловно, далек от совершенства и не в последнюю очередь из-за того, что вы смотрите всю игру в телевизор, а вам показывают персонажей, о которых вы знать не знаете и знать не хотите. Но есть все-таки в этих заставках и то, что мне понравилось. Это, конечно же, послевкусие. Когда ты проходишь игру и осознаешь, что все эти истории тебе показывала сама Клярити из воспоминаний поглощенных ею персонажей, появляется второе дно. Ну, не в смысле того, что все плохо, ну, второй слой. Это еще и подчеркивается тем, что свою историю она рассказывает как сказку. Быть может, она и впрямь любила Фреома, но, скорее всего, просто использовала. Также не могу не отметить и 3-ю телезаставку с предысторией Флот, в которой мне больше всего вкатила не сама предыстория, боже упаси, а то, как нам на примере Флот и Флинта показали начало заражения вирусом Клярити. Так сказать, на приземленном уровне, с этим стрёмным сообщением, что начиналось как крик о помощи, а потом просто перешло в резкий звук. Все это мне хоть и вкатило, отрицать, что сюжет вышел спорный и непонятный, я не могу. Но есть в игре и неоспоримо хорошее, это графика. Да, это, конечно, не Самара, и не Урюпинск, и не Пермь. Тоже ничего, но все-таки не Пермь. Графика в игре по сравнению со второй частью эволюционировала, хотя сходу можно сказать, что и вовсе не изменилось, но это не так. Локации стали более объемными, детализированными, в них появилось больше элементов, а персонажи стали более живыми. Садись, детка. Ваня сел быстро. Вань, ты знаешь, вариантов два. Первый, я тебе сейчас по башке стукнул вот этим чайником, потому что у меня руки чешутся. Теперь Спарк реально выглядит милым и няшным желтым покемоном, а не странной перерисовкой спрайтов Соника. А роботы выглядят как роботы. Флот, наконец, выглядит как девушка, а не как... Да ну что это, блядь? В камере у вас оса. Блядь, ну сгони в пизду. Теперь на такой же форме, с прической, шапочкой, двумя массивными, огромными, монументальными... Господи, Филипп! Спасибо. Фишкой 3-й части также стал селшейдинг. Да, не повсеместно, а лишь в небольших аспектах, как то сам Спарк или заставки, в которых он уходит в Dark Edge. Выглядит стильно, и ты даже на секунду можешь подумать, что это рисованная анимация, а нет, селшейдинг. У креатива Филиппи, как известно, границ нет, и локации 3-й части это только подтверждают своей красотой и проработанностью. Дабл Мун Вилла, как прекрасный первый уровень. Каньон, который просто кричит Хирусом, и мы это одобряем и просим еще. Тюрьма, похожая на тот уровень из ШЗХ, да простит Господь эту игру. Протестный город, весь охваченный дождем, дымом, мраком и протестами, где вы можете прыгать по головам протестующих, чего я вообще никогда в видеоиграх не видел. Не, ну по сути это просто пружинищий пол. Ну, сука, обставлено-то как? И у Филиппа всюду такие фишки. Да хоть здесь следующий уровень. Историческая истерия. Тут просто одна из самых удачных находок 3-й части. Голографические экраны, на которых вы можете и в космосе побывать, и в планеты на вас летят, и просто попасть в мир презентации PowerPoint. Меня от таких экранов реально захватывает дух. Необычно, свежо, а вы еще и поэтому бегаете, да еще и по потолку.
Прикольно. Вот эта тема с голографическими экранами охуенная. Человека с плохим мужичком. А как у меня челюсть отвалилась, когда поплыл финальный уровень, это ж пи***ц. Я такое только в хоррорах, стилизованных под PS1 видел, и да еще и боялся, что на меня сейчас что-нибудь выскочит. А уж когда в белом измерении пространство начало заполняться красным борщом, это уже искусство. Да блядь! Подметить еще можно и то, что уровни не стоят на месте и по мере их прохождения спешат измениться. Например, тюрьма, в которой вначале все нормально, а потом бац и все в огне. Хистерия, где вас сначала завораживает экран, а потом бац и весь уровень вместе с миром переворачивается и начинает ломать вам мозг. Волшебник, он волшебник! Аэропорт, где прослеживается четкая линия повествования. Спарк попадает в аэропорт, оттуда на самолет, самолет отрицательно садится. Спарк оказывается у ракеты, пробирается на ракету, и вот он уже в космосе. Вот что в космосе, за это респект. Предпоследний уровень, который, во-первых, поражает своим гигантизмом, где вы с самой поверхности спускаетесь в самую глубь кратера на многие-многие километры вниз, и все это динамично, без подзагрузок и уловок. Аж Сэбом повеяло от таких монструозных громадных видов. А во-вторых, спустившись достаточно глубоко в кратер, начинают появляться битые пиксели, которые уже намекают на нереальность происходящего. Ну и, конечно же, сам финальный уровень с подземным городом из Евангелиона. Тут прекрасно все. Мосты, постройки, прожекторы и огромная башня Аскор. Ну, в смысле, Фарк Форс. Которую вы видите издалека и к которой в конечном итоге и придете. Все выглядит сочно и красиво. Проработанные тени, текстуры, добротное отражение, вот тут я сам удивился, отражение ничуть не хуже всяких AAA эксклюзивов, а порой таки хочется остановиться и полюбоваться видами. Любоваться можно и заставками, которые и впрямь заставки, а не просмотр РЕН-ТВ в 2 часа ночи. Добрый день! В эфире программа «Тайные секретные факты». Сегодня мы разберем сюжет третьего Спарка. В них хорошая мимика, вполне неплохая анимация, ну уж получше Дёрганист 2, ну и впечатляющие фаны, как то город покрытый туманом или же поле Windows XP. Еще стоит подметить гоночную тематику. Филиппе много раз пытался сделать игру про гоночную машину, вдохновившись F-Zero, и третий Спарк просто пропитан этим. Гоночная машина, гоночные флаги на различных фонах и элементах интерфейса. И даже на атаках с Фаркса я не шучу, и выглядит стильно, сука. Да даже пружинами в игре выступают покрашенные шины. И причем он даже подвязал это в лор с вывеской шины Fark Force. То есть пружины в игре это не что иное, как шины б***й силы, валяющиеся то там, то тут. С рекламой вообще хорошо получилось. Ее много, она убедительная, и благодаря ней мир кажется еще более живым. Мир живым. Тут вам и магазины, и бренды, и призывы переходить на физические носители. See you at Lohaland. Вы помните Lohaland? Он был в первой части. Да. Вот, мир-то эстеблишнутый, все на месте, все существует. Это у Спарка больше собранного кучу канона, чем у Соника. Все потому, что Филиппе определился, где происходит место действия его игр. На Луне. А то Мобиус, Земля, Морбиус, где только Соник не был. Морбиус. Если суммировать, то визуальный стиль игры стал отточенным и выверенным. Филиппе знает, как должен выглядеть его мир, и он наконец стал объемным и мы вы же подкачали здесь разве что те самые заставки с телевизорами, они попросту скучные, и арты в них так себе. Основные заставки, в которых нету озвучки и все еще персонажи бла-бла-бла-бла-бла-бла. Спецэффекты вышли средними, молнии Спарка выглядят неубедительно, во второй части и то было получше. Взрывы вышли не очень, да и сама реализация протестующей толпы, конечно, получилась интересной, креативной. Но мы все понимаем, что это просто картинки, а те формы, что не картинки, ну... Чё ты, базаришь, нахуй, а? Ну, на свои 2D концепты не тянут. Ровно как и сама игра не тянет на некоторых системах, ибо ну боже ты мой. Оптимизация! Реально, чудеса какие-то. Ноутбук ракообразный, никаких проблем. Игра летает. Мой комп
Мои там 2060 супер, игра подтормаживает. Первая часть же тоже у нее проблема с оптимизацией была. Расскажи, как на паузу ставится первый Спарк. Первый Спарк на паузу не ставится, в этом проблема. Ставишь на паузу, все вылетает. Фризы по полсекунды. Скорее всего, это как-то связано с Дискордом и, в принципе, стримингом игры. Ну, блин, так быть не должно. Однако апогей, это те самые хваленные отражения, ибо... Ну, мы знаем, что все происходит в симуляции, и под конец начинает глючить, но, блядь... Ну, блядь! И вот эта эпилептическая хрень появляется только на последнем уровне и только с включенными отражениями, а самое пи***тое во всем этом. Филиппе вроде как знает об этом баге и просто советует выключить отражение. Вот реально хочется обратиться в такие моменты к Филиппе. Ну, не хватает какого-то обращения с требованием объяснить отсутствие каких-либо патчей спустя уже месяц с лишним после выхода игры. Не хочет ли он это нам пояснить ли? Патчей нет, а вы держитесь. За то, что есть. И, как всегда, замечательно, это музыка. Музыка хороша, и раз уж мы здесь все собрались, то я бы хотел наконец оценить по достоинству и треки из предыдущих игр. Вы могли заметить, что я довольно часто вставляю эту тему в своих роликах. Сумочкин придумал. С этого момента и началась история Сумочкина. Есть две причины, почему я это делаю. Первая, она звучит торжественно и отлично подчеркивает любой момент, картинку или шутку. Так это ты хулиган, о котором говорят? И вторая, она мне реально нравится. Она играет тогда, когда Спарк в первой части обретает свою супер форму, и как супер тема Спарка она звучит просто ебейше. Мощная, героичная и поднимающая настроение. И да, теперь она еще и играет, когда Спарк и Фарк супер саянят и превращаются в трансген... В смысле, в Спарк... В спидорас. И вроде момент в теории тоже эпичный, но я все же отдам предпочтение первой части и не буду вспоминать про... Спайдермен. Также хочу отметить тему FM, ну или Flower Mountain City. Самый первый уровень. За что хочу отметить? А за отличный мотив, который запоминается и западает в душу. Ну, по крайней мере, мне. Первому уровню всегда нужен топовый трек, и этот, на мой взгляд, справляется со своей задачей на все 100. Знали бы вы, как мне было приятно вновь услышать его во второй части, да еще и ремикс. Третий же мы больше не посещаем FM City, но темы все равно есть в обучающих уровнях, музыкальная тема которых содержит мотив FM City. Эй! Тебя вызывает база! А? Что? Ну и как можно обойти стороной тот самый вокальный трек «Босс битва» из Spark Story второй части? Да, это Эджи, но это охуенные Эджи на уровне все того же Metal Gear или ШЗХ. You make me everything I'm not. I want the qualities you got. I made a promise to myself to be the better you.
Да, сука, как же это охуенно. А! Somebody told me that my feeling was alright. So I pushed the questions down and dumped the fear inside. О, господи, как же... О! Хорошо. Треков из предыдущих игр еще много, а времени мало, поэтому перейдем уже к третьей части, и тут треков не меньше. Да хотя бы самый первый, когда Спарк разъезжает на машинке. Ой, ну чувствуется прям вайбы и Initial D, и вы начинаете давить на газ сильнее. Не обойдем стороной и пустыню, которая не только выглядит как Rail Canyon, но и звучит похоже. Кто-то может сказать плагиат, а я скажу... Иди нахуй. Heroes это... Моя жизнь, блядь! И когда кто-то делает на нее отсылки, пусть даже такие прямые, мне всегда на душе хорошо. Я даже похвалю музыку из заставки с телевизором, боже мой, да даже она хороша. Мне нравится то, что своим звучанием она именно что похожа на звучание заставок из Undertale. То есть Филиппе напрямую нам говорит свой источник вдохновения, но более того, почти под самый конец трека есть лейтмотив Фарка. Да, тот самый из меню второй части. Это охеренно. И такие мелкие отсылки, особенно в музыке, просто сражают меня на повал. Ровно как и геймплей игры. Не-не-не, я не сливаюсь, треков хороших еще много, просто вас самих за***т, если я буду вам о них сейчас рассказывать полчаса, поэтому погнали уже в геймплей. Третий Спарк геймплейно это во всем улучшенный второй. Спарк более управляемый, чем Фарк, более маневренный. Боевая система более отточенная и не выглядит как затыкивание, а перемещение куда более понятное и доступное, но обо всем по порядку. Значит, что может Спарк? Он может бегать, прыгать, делать двойной прыжок, бить сильной и слабой атакой, стомбить, ну или просто быстро дэшиться вниз, дэшиться вперед, отпрыгивать от стен и бежать по ним же, а также использовать заряженный дэш либо на земле, либо в воздухе. И это, без преувеличения, просто идеальный набор движений и способностей. Четко! Ни больше, ни меньше. Вы можете запрыгнуть куда угодно, выбраться откуда угодно. Вы прыгаете на стену, потом от нее, и затем дэш, а потом двойной прыжок, а потом еще один дэш. И так можно делать постоянно. Вы чувствуете полный контроль над персонажем. Все ошибки и просчеты теперь только за вами, а не за управлением. И, кстати, о нем. Долгая борьба Филиппе с... Долбаная борьба. Долгая борьба Филиппе с ПК Геймером... Нет!
Долгая борьба Филиппе с ПК-геймерами наконец окончена, и все управление на клавиатуре наконец можно глянуть в меню. Да, свершилось, наконец-то! А поменять его все еще нельзя! Благо, хоть оно удобное, на том спасибо. Там же из меню можно изучить и приемы для боевки. Боевка вышла, ну, такой, сойдет. Лучше, чем во второй части, но ничего особенного. Связка слабых атак, сильных и их комбинации, а также блок, заполняющий вам шкалу. Самое интересное происходит тогда, когда удается поднять врага в воздух и начать жагрить его. Вот это тема! Но, увы, все бои рано или поздно скатываются в нечто подобное и под конец уже особого наслаждения не приносят. Хотел было подытожить я, пока не посмотрел видео людей на ютубе со спидранами, моему взору открылся просто бомбический скилл. Боевка для меня в этот момент реально раскрылась заново, ведь в игре, ну, забегая наперед, можно играть и другими персонажами, что самое важное, динамично переключаться между ними. И тут я смотрю, как чел берет, жагает врага одним персом, переключается на другого, использует его обилки, а потом обратно, и туда, и сюда, и блин. Даже со всеми этими средними спецэффектами выглядит круто и разнообразно. Тут скорее та же проблема, что тянется с первой части. Скоростной геймплей и медленная боевка, где вы стоите на месте и пытаетесь выкручивать какие-то камбухи, вспоминая, что пару минут назад вы развивали огромную скорость. Именно поэтому Верхок быстро не бегал, а Соник не бил кулаками. Но вот Филиппе уже в 3-й раз совмещает их обоих в своем спарке, и по отдельности-то оно работает, оно выглядит круто. Бегать, драться, а вот вместе и так и сяк. Dude, stop, let me go. Dude, stop, let me go. Dude, let me go. Dude, let me go. Зато Филиппе придумал наконец, как вообще заставить игроков сражаться, ведь во втором спарке вы тупо пробегали все на своем пути, а тут нет. Во-первых, есть поля, которые запирают вас с врагами. Ну, механика придумана еще это в Unleashed. И во-вторых, отдельные доп. Уровни, где вся суть и заключается в том, чтобы всех убить. Последний по списку, но не по значению, является новая для серии механика катания на рельсах, и тут можно только аплодировать. Одна из лучших ее версий за счет самой банальной вещи. Набирать скорость нужно, приседая на рельсе. Спускаетесь вниз, приседаете, набираете скорость, поднимаетесь вверх, теряете скорость. И все! Никаких больше непонятных танцев и подрыгиваний. Все четко и ясно. И на этих рельсах вы развиваете такую дикую скорость, что просто душа в жопу уходит. А если еще и улучшение прикупить, то еще дальше, в Урюпинск. И, кстати, об улучшениях. 3-й спарк во всем лучше второй части. Что в ней, что даже в самой первой местная валюта мира спарка была просто бесполезной. И ничего толкового вы купить не могли. Здесь же целый, мать его, магазин с приемами для боевки, апгрейдами самого спарка, бафами и дополнительными шапками, обо всем по порядку. Доп. Приемы хороши, вносят разнообразие, но выглядят почти все одинаково, увы. Апгрейды спарка, вот это прям вещь. Вы можете купить ему возможность стрелять из пальца, благодаря которому можно избавляться от мелких врагов без хоуминга на них. Я что, забыл сказать про хоуминг? Ну, он такой же, как и во второй части. Видишь, типа, Вик слабого уничтожаешь моментально. I'm not weak. I am not weak. Возможно сделать Light Dash по валюте, и это тоже отличный апгрейд, ведь вы не только собираете деньги, но еще и ускоряетесь. С каждым разом все быстрее и быстрее. Ну и еще и вышеупомянутый буст на рельсах хороший, но эффект такой... говно. За ним ни хрена не видно, поэтому на ваше усмотрение. Бафы и доп. Шапки можно выставить только в размере 4 штук, так что выбирать нужно тщательнее. Лично я выставил себе только мощный энерговзрыв за всю шкалу, чтобы от нее хоть какой-то толк был, и небольшой буст. Что там по шапкам? Риппер Джестер своей косой подходит для атак по радиусу, плюс у него есть своя способность инстакиллить врага или типа того, я сам так и не понял. Флот в боевке так себе и подходит больше для платформинга, как раз за счет своей способности флотить, парить. С двойным яблочком. Фарк получился самым комплексным. По заполнению шкалы, ровно как в Fark Story, он может включить Сигбиста мод, в котором он и двигается быстрее, и атаки наносят больше урона.
А в платформинге у него и только у него есть 2 дэша в воздухе с неуязвимостью во время этого самого дэша. И это, ну, блядь, киллер фича. Ну а Sparx, он... Sparx. Без понятия вообще, в чем его прикол, кроме уникального мувсета, возможности стрелять пальцем и того, что он бьет чуть сильнее. И я зашел в меню, дабы посмотреть, что он может, и чтобы вы думали. Ну, короче, приемы у него примерно такие же, как и у других персов, попробуй найти их сам. В общем, персонажи или шапки наконец экшели заработали, и теперь в приключении между ними есть смысл за счет их уникальных способностей. Как в боевке, так и в платформинге. Важно то, что в игре есть прокачка, есть на что тратить валюту и резон ее собирать. Ввел маэстро также и медальки, а их собирать уже резона нет. Кажется изначально, что нет, пока не добираетесь до финального уровня и вам открывается истина. Что оказывается, сколько медалек вы собрали, столько у вас и будет жизней. Жизней нет на протяжении всей игры, но на финальном они появляются как дополнительный челлендж. В целом уровень-то не такой уж сложный, если вы освоились с механиками игры, просто это реально странный и необычный ход. Пихать жизни под самый конец и даже не объяснить заранее, что они даются за медальки. А чё собрал ни одну дополнительную медальку, ну лошару с нулем в жизни пойдешь. Моя основная проблема заключается в том, что он не объяснил изначально, зачем собирать медальки. А это сюрприз. Да какой нахуй сюрприз? Ну сказал бы, типа, вам они могут понадобиться в конце. Ну хотя бы так. А вот медальки исследования, которые на самих уровнях, блядь, вот они нихуя не дают. Не нарисовал Филиппе этих концепт-артов, чтобы с галереями забить. Мог бы покидать что-нибудь с предыдущих игр. А еще есть очковые медали и фридом медали, и вот они... Звал-то ты их так очковые. Ну они же за очки даются. Я и говорю очковые медали. Да, очковые. Как ты их назовешь? Ну... Очко уходит в зрительский зал. Как назвать очковые медали? Медали за очки. И фридом медали, вот они уже те самые из Unleashed, нужные для доступа на следующие уровни, но здесь с этим попроще. Там, где в Unleashed вы должны были искать медали на уровнях, скоростных, сука, уровнях, то здесь фридом медали даются просто за прохождение. Да, это тоже растягивает игровой процесс, но позволяет зато полностью ознакомиться с обучением и дополнительными уровнями, которые не как в Colors сплошной кал. Дополнительные уровни, как правило, содержат в себе особую миссию, либо, опять-таки, поиск медалек, уже говорить медальки, либо успеть пройти на время, либо убить всех врагов, иными словами, разнообразие. Да и сами доп. Уровни не являются копиркой основного и пытаются привнести хоть что-то новое, будь то совершенно иное место действия или время суток. Намного лучше Colors с его под копирку 2D вымученным пи***цом. Сами уровни и их геймдизайн при этом заметно улучшились по сравнению со второй частью. Во втором Спарке вы только и делали, что бежали вперед практически по прямой, а здесь вы можете бежать и вперед, и вверх, и вниз, и вправо, и влево. Появилась столь обожаемая мной в классических играх, а позднее в Generations, многоуровневость локаций, где к финальной точке вы можете прийти всевозможными путями, и в третьем Спарке такое сплошь и рядом. Показательными является первый уровень, в котором можно литерально заблудиться, какие-нибудь в форме гопники вас еще и мобилу отожмут. И протестный город, где вы можете и по верхнему уровню идти, и по нижнему в канализации, и, сука, по зданиям скакать. И Филиппе знает об этом и ставит туда валюту, дабы вас привлечь. Привлечь искать еще маршруты, и казалось бы, ну, ты забрался в какую-то полную жопу, куда не наступала нога разработчика, нагнул систему, а нет. И тут валяется валюта и пружины. Вот, в принципе, и все, что можно было рассказать о геймплее. Он отточен и отполирован до блеска. Также посчитал и маэстро, решил добавить еще и дополнительные виды геймплея. Вы и на машинке покататься сможете, и в автозаке полетать, и даже, мать его, устроить настоящую битву мехов. Не сказать бы, что все эти геймплеи являются чем-то особенным или шибко интересным. За машинку мы просто ездим, избегая препятствий и неуклюжий дрифт. За автозак просто летаем и все стреляем, управляется зато лучше, в 1000 раз лучше, чем в другой игре. Ну и в битве с мехами происходит битва с мехами! Вау! Есть еще небольшая крутилка в тюремном уровне, но это так, забава, да не более. Как в принципе все эти транспортные средства и боевые. Особо на себя одеяло не перетягивает, проходится быстро, иногда с ветерком. А машинку вы и вовсе можете скипнуть и начать бежать на своих двоих, что делает этот сегмент нереально классным и запредельно быстрым. Говорили раньше, у тебя есть машина? А я говорю, нет. Зачем она мне? Я сам машина.
Бегать в принципе в третьем спарке по кайфу за счет чувства скорости, что адреналином хуярит по мозгам и качественному геймдизайну, позволяющему вам вдоволь набегаться. Игра тупо дает вам то, что уже многие годы не дают поделки про синего ежа. Просто быстро бегать, без остынившего в край буста, без накрученных механик и прочей шушеры. Бегать так быстро, что пробежать всю игру за несколько часов. А жаль. Я понимаю, что не имею права чего-то требовать от фан-игры, но все-таки всего 8 уровней против 16 в первой игре. 16! И 14 во второй. Это очень мало. Да, игра пытается компенсировать их уровнями поменьше. И да, они отличаются от основных и все такое, но это не то же самое. А потому... Вот вы побегали, попрыгали, посмотрели заставки, и уже через часов 4-5 все кончилось. Это тоже можно отнестись к минусам, но все-таки надо понимать, кем игра сделана, с каким бюджетом и для чего. А для того, чтобы просто хорошо провести в ней время, охуеть сюжета и получить удовольствие, что я и сделал. Spark 3 — это наконец та игра, которую не стыдно рекомендовать окружающим, в которой есть интересный лор, если попытаться в нем разобраться, приятная графика, милый персонаж, исследование локаций, сами локации и их гиммики, битва на, мать его, мехах и еще куча всего. Да, игра пройдется быстро, но оставит приятные эмоции. А это, как по мне, самое главное. Ну а с вами был Сумочкин, которому не иронично, не в шутку, без сарказма понравился третий Спарк. И никакие кровавые дожди или, боже упаси, что я там еще наговорил, не начались. Хватит этих шуток. Эта эра закончилась. Хватит оскорблений и ругани. Спарк — это хорошая серия игр. С плохой оптимизацией. А Филиппе отличный разработчик. Со своим видением и фантазией. И плохой оптимизацией. Ну и помните. Филиппе посмотрел 4-й ребилд и создал 3-го Спарка. Я пройду его, и Филиппе-сан будет мной гордиться. Они боролись и боролись! Стали очень хорошими друзьями. А, боже! Мне кажется, что за дерьмо? Господи! Боже мой! А помнишь красное измерение, кровавый дождь в конце? Да, я это предсказал! Блять, он ебаный волшебник! Он ебаный волшебник! Вырезай из-за того, что вот она меня запрограммировала, чтобы я пропустил этот поворот. Это же психология. Про это Карнеги писал. Не говорите сумкарю под руку, там поворот. Поэтому сумкарь не сдает на права. Да.